Поздравляем со սветլым праздником Պասխի։ Հայերջան, մեր ընտանիքը սիրում է եւ հպարտանում է մեր հայ ազգով։ Թող Աստված օրհնի մեր հայ ազգին։ Քրիստոս հայրավ իմերելոտ, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовиться к великому светлому празднику, к Пасхе. Мы будем сегодня печь пасхальные куличи. Я перечислю ингредиенты, которые нам нужны для нашей выпечки, а также подробный рецепт я напишу в описании под видео. Нам для нашей выпечки нужно теплое молоко, и все ингредиенты у нас должны быть обязательно теплые. Яйца, соль, ванильный сахар, дрожжи. Я использую свежие дрожжи, а также можно использовать и сухие дрожжи тоже. Цукаты. У нас тут апельсиновые цукаты, клюква, изюм, масло сливочное 82% жирности, мука, сахар и столовая ложка оливкового масла. Ануля испекла кат на унц и решила украсить сахарной пудрой. Рецепт на нашем канале есть. Это традиционная пасхальная выпечка, которая обязательно должна быть на столе. И украшать мы будем крашенными яйцами посерединке. Это я уже подготовилась к празднику, к Пасхе. Испекла традиционную армянскую гату двух видов, круглую и еще вот такими кусочками порезанную. Рецепт на нашем канале есть. Там внутри начинка хорис. Приготовим опару. Для начала нам нужно взять свежие дрожжи. У нас тут 25 грамм свежих дрожжей, а также можно взять 11 грамм сухих дрожжей. Хотела вам показать, что если вы будете использовать дрожжи, как проверять на свежесть дрожжи. Вот если они вот так вот крошатся, видите, как крошка, это означает, что дрожжи свежие. Мы отправляем в миску. Сюда же отправим 2 чайные ложки сахара от общей массы. Перемешаем. И добавляем теплое молоко. Обязательно теплое, не горячее и не холодное. Растворяем дрожжи с сахаром. И далее нам нужно будет добавить 3-4 столовые ложки муки. И муку. Муку мы заранее просеивали. Просеивать муку нужно обязательно, чтобы выпечка была воздушная, мягкая, нежная. Я взяла 3 столовые ложки муки. Перемешаем и накроем крышкой и оставим на 20-30 минут для того, чтобы дрожжи хорошо подействовали. И должна появиться вот такая шапочка. Сильно гладкой массы не надо добиваться. Вот просто перемешали, соединили ингредиенты и все. И я накрываю крышкой и оставляем. А тем временем займемся цукатами, изюмом, клюквой и апельсиновой цедрой. Подготовим апельсиновую цедру и апельсиновый сок. Цедру мы будем отправлять к сахару, а апельсиновый сок нам нужно будет замочить сухофрукты. Натираем на терку только оранжевую часть апельсина. Стараемся белую часть не затрагивать. Можно использовать вместо апельсина еще лимон, лимонную цедру и лимонный сок.
И эту цедру отправляем к сахару и хорошо мешаем. Благодаря тому, что мы эту цедру мешаем с сахаром, раскрываются эфирные масла апельсина, и выпечка становится очень ароматной и очень-очень вкусной, насыщенный такой апельсиновый вкус получается. Вот так тщательно перемешаем. И накрываем пленкой, чтобы аромат не заветрился. Это наши цыплята, такая подготовка пасхальная. Отправляем в одну миску промытый изюм и клюкву. Мы мыли горячей водой. А цукаты мы не мыли, так как они засахарены и потеряют свой аромат и вкус. Поэтому отправляем вот так. И будем заливать свежевыжатым апельсиновым соком. И выдавливаем такой вот свежевыжатый сок. Ой, такой ароматный апельсин. И со второй половинки. Итак, Кира, тебе интересно, да? И заливаем соком наши сухофрукты. Перемешаем. И оставим до тех пор, пока он не понадобится нам в тесте. Это где-то 2 часа будет у нас настаиваться наши фрукты, сухофрукты. А также можно еще на ночь настаивать, так будет еще вкуснее, еще ароматнее. Обязательно накрываем крышкой. Для рецепта нам нужно 5 яиц, 3 целых яйца и 2 желтка. Белки мы отделяем для глазури. Обязательно разбиваем яйца в отдельной пиалочке. В случае, если попадет скорлупа или будет испорчено яйцо. Поэтому я всегда, если вы наши постоянные подписчики, вы уже видите, вы уже знаете, что я разбиваю яйца обязательно в отдельной пиалочке. И уже я подготовила отдельную пиалочку для белка. Ой, не спасали? Подожди секундочку. 3 целых яйца. И сейчас мы белок отделим от желтка. Белок сюда. Вот так. А желток сразу в миску. К яйцам добавим соль. У нас тут щепотка соли. Ванильный сахар. Узмись ту? Ты хочешь? Ну давай. И вот этот сахар, который мы засыпали с цедрой апельсина. И будем взбивать венчиком. Ароматный сахар. И красивый какой, видите?
апельсиновый сахар. Сначала мы будем взбивать вот этой насадкой, а потом мы будем тесто взбивать другой насадкой. Взбиваем на медленной скорости. Все, мы взбивали где-то в течение 3 минут. Сейчас мы будем добавлять нашу опару. Посмотрите, как она хорошо поднялась. Это означает, что дрожжи хорошие, что можно месить уже тесто. Я поменяю эту насадку. Счищаем цедру апельсина, чтобы вся цедра у нас осталась в нашем тесте. И отправляем опару. Опара как дышащая, как пуховая, знаете. Сюда мы сейчас отправим муку, оливковое масло и будем взбивать вместе с мукой в течение 10 минут. Сливочное масло мы добавляем в самом конце. Муку мы не всю добавляем, поэтапно. Сначала 3 ложки взбиваем, а потом по мере необходимости будем еще добавлять. Я вам покажу, какой консистенции должно быть наше тесто. И уже будем взбивать вот такой насадкой. Тоже на медленной скорости. Добавляем оставшуюся муку и обязательно мы должны счищать стенки нашей посуды, стенки миски, чтобы у нас не было недомеса. И продолжаем перемешивать. И вот так мы перемешиваем. Еще сюда мы добавим оливковое масло, 1 столовая ложка. И с этого момента перемешиваем в течение 10 минут. Видите, как тесто собирается в комок? Это правильно, так должно быть. Значит, муки больше нам не нужно добавлять. После взбивания мы будем добавлять еще сливочное масло. Делим на части и поэтапно добавляем. Сначала 1 кусочек, как в 3 этапа. Когда растворится вот этот кусочек, мы добавим следующее. Тесто наше уже готово. Мы взбивали в течение 10 минут. Сейчас нам нужно смазать миску подсолнечным маслом. Крышку немного смажем. Они будет распределять с помощью кисточки. Хорошо? Крышку. Смазываем бока миски, для того, чтобы нам в дальнейшем было удобно доставать из миски тесто. И вот такое тесто у нас получилось. Просто шикарное. Мне очень нравится. Смотрите, оно таки должно быть мягкое, эластичное, ни в коем случае не забитое мукой тесто. Это очень важно для воздушных куличей, для воздушных пасочек. Счищаем насадку миксера. Смазываем руки маслом, чтобы удобно было доставать наше тесто из миски. Ани, а ты смазывай кисточкой масло
Смотрите, какое тесто. Мягкое, воздушное. Уже на этом этапе муку добавлять ни в коем случае нельзя. И вот так отправляем в миску. И оставляем для расстойки на час-полтора. Это зависит от комнатной температуры у вас дома. Или в теплое место, или просто при комнатной температуре оставляем. Молодец, Аня, она мне помогает. А почему мы смазываем крышку маслом, чтобы, когда тесто будет подниматься, чтобы удобно было доставать из миски и формировать пасочки. Обязательно в конце ставим крест, чтобы наше тесто было благословенное. Накрываем крышкой и отправляем в теплое место. Посмотрите, как набухли наши сухофрукты. Мы сейчас будем их отправлять на сито, чтобы стекала лишняя жидкость. Вот так они хорошо набухли. Далее нам надо будет их отправить на бумажное полотенце, чтобы они хорошо обсохли. Все, что нужно, весь сок апельсина, они все в себя вобрали. Лишняя жидкость нам в тесте не нужна. Поэтому мы отправляем на сито. Я взяла немного муки для того, чтобы обсыпать наши сухофрукты. Наша дорогая подписчица Белла мне об этом напомнила, поэтому сегодня в нашей выпечке мы будем так делать. Сухофрукты уже хорошо обсохли, мы их высушили при помощи бумажного полотенца. Отправляем в миску и вот так вот делаем, чтобы каждая изюминка и цукаты были в муке. Апрес, Аня мне помогает, мерси. Ты будешь сыпать, ты будешь сыпать сухофрукты, а я буду муку. Давай, сыпай. Сыпь. Угу. И вот так. Посмотрите, как подошло наше тесто. Очень-очень я довольна результатом. Какое тесто воздушное. Мы сейчас отправляем тесто на коврик и будем соединять с сухофруктами. Муку мы уже не используем. При надобности я приготовила подсолнечное масло. Посмотрим. Тесто совсем не липнет к рукам, поэтому нам мука и масло пока не понадобится. Вычищаем миску. Я отнесу эту миску, чтобы нам она не мешала пока. И вот так раскрываем наше тесто. И отправляем сюда сухофрукты. Так равномерно распределяем.
и собираем вовнутрь. Опресс, опресс, молодец, хорошо у тебя получается. Хорошенько вымешиваем. И оставляем на расстойку на полчаса или на 40 минут. Видите, какое гладкое, мягкое тесто. И совсем не липнет к рукам. Это означает, что мы правильно вымесили. Я опять принесу миску. И накроем просто миской и оставим для отдыха. Вот так. И все. Через полчаса можно уже приступать к формированию куличей. Мы подготовили такие формы. Диаметр формы вот этой 9 сантиметров. И еще вот такая у нас форма 11 сантиметров. Будем взвешивать. Для диаметра 11 сантиметров нам нужно взвесить 300 грамм теста. А для 9-сантиметровой формы 250 грамм. Тесто, видите, уже хорошо подошло. Вот так. Я подготовила такую тарелочку. На этой тарелке взвесим, а потом уже отправим в форму. Я эту мисочку уберу, чтобы она нам не мешала. Приблизительно на глаз пока возьмем и посмотрим, сколько у нас в этом колобочке будет теста. 296 граммов. Немножко заберем отсюда, сформируем гладкую поверхность и обязательно убираем вот эти все сухофрукты для того, чтобы во время выпекания они не подгорали. Вот в таком виде, ничем не смазываем, отправляем в нашу форму. Форму ничем мы не смазывали. И так будем формировать каждую нашу пасочку. Берет, правильно? Мы взвешиваем для того, чтобы равномерно распределить по каждой форме, чтобы они одинаково поднимались, одинаково выпекались. 360 это много, поэтому я уберу немного. Где-то 250-260 грамм будет. И сюда отправляем. У нас получилось 5 пасок по 9 сантиметров и 2 паски по 11 сантиметров. Аккуратно мы кладем на решетку для расстойки. Оставляем на 40 минут для того, чтобы хорошо поднялись наши пасочки. И потом в таком же виде будем отправлять в духовку. Поэтому уже кладем так, как мы будем выпекать. Если шапочки где-то у нас будут неровные, мы можем вот силиконовой лопаткой поправлять, чтобы при выпекании шапки были ровные. Я постаралась так сделать, чтобы изюм и сухофрукты
цукаты все под низ прятать, чтобы сверху ничего не было, сверху было гладко. Накрываем не пленкой, а полотенцем и ждем. Смотрите, как поднялись наши пасочки. Уже самое время отправлять их в духовку. Я заранее разогрела духовку на 170 градусов, режим вверх-вниз, на 30-35 минут. Мы будем смотреть по румяной корочке. Отправляем на средний уровень. Это немножко сюда. Если чуть-чуть подрумянится верхушка, то мы накроем их фольгой или пищевой, или пергаментной бумагой. Уже немножко подрумянились шапочки. Мы кладем на паску фольгу для того, чтобы они доготавливались дальше. И не подгорали. А это я покрасила яйца луковой шелухой. И перепелиные яйца. И куриные, и перепелиные. Натуральный краситель. Все, уже наши паски готовы. Мы будем их проверять на готовность деревянной шпажкой. Смотрите, какие они у нас красивые, румяные, ароматные. Отправляем деревянную шпажку на центр паски. Если она, видите, абсолютно чистая и сухая, это означает, что паски наши пропеклись. И как мы остужаем? Мы кладем их на бочок, вот так, для того, чтобы они не оседали. И время от времени периодически подходим и вот так вот крутим. Сейчас я буду вот так вот на бочок класть все паски. И обязательно накрываем полотенцем, чтобы они равномерно остывали. Приготовим глазурь. Добавляем в чашу миксера белки. У нас тут 2 белка. Сахарная пудра. При желании можно добавить еще ванильный сахар. Мы сегодня будем добавлять. И взбиваем. Еще нам понадобится где-то чайная ложка лимонного сока. Я приготовила, когда будем взбивать, тогда и добавим во время взбивания. Сначала на медленной скорости, а потом на быстрой. И добавляем лимонный сок. Благодаря лимонному соку наша глазурь будет белоснежной. Глазурь наша готова, и пришло время украшать паски. Самое долгожданное время для Ани. Она любит украшать наши паски, но прежде мы достаем из формы наши пасочки. Форма у нас такая, видите, плотная, поэтому я раскрываю с помощью ножа. Вот так у нас получилось. Немножко тут тоже сделаю надрез.
Достанем все пасочки из формы и будем украшать. И вот это. Покрываем глазурью наши пасочки. Видите, какой консистенции глазурь мы сделали? Она такая более тягучая, жидковатая. Это для того, чтобы создавать красивые потеки. А если вы не хотите создавать потеки, то можно просто добавить еще немного сахарной пудры, и будет густая глазурь. И будем вместе с Аней украшать паски. Аня, как ты хочешь? Сердечки свои? Вот эти, да? Ты покрывай, красиво выкладывай. Сердечки вот так. Пресс, молодец. Видишь, как красиво получается? Еще у нас вот такая посыпка. Мы можем... Ты делай сердечки, а я сделаю посыпку. И такая красота. Это у нас шоколадная посыпка, розовый шоколад. Тыряни, тыр сердечки. Украшаем уже на ваш вкус. Мы сегодня выбрали, видите, цветочки, бабочки. Пресс. Еще немного тут. Ты продолжай, а я буду покрывать остальные паски глазурью. Глазурью уже полностью мы покрыли. И из 2 белков нам хватило на все эти наши паски. И посмотрите, какой красивый цветок. Будем продолжать украшать наши паски. Вот так. Эта паска будет в таком виде. Еще у нас есть вот такая посыпка. Мы кладем вот это украшение сюда, посерединке, и вокруг посыпем немного этой посыпки зелененькой. Вот такие пасочки у нас получились. Завтра мы их осветим, накроем пасхальный стол и разрежем, и посмотрим, как они у нас пропеклись. Спасибо Ануле и Ане, что мне помогли вот такую красоту приготовить. Ани, ты мне помогла, да? Окнетирь мамайн. Приготовили такую рыбу в лаваше по-армянски. Сейчас будем подавать на стол. Посмотрите, какая красота получилась. Благодаря лавашу рыба остается сочной. И вот такой еще приготовили шпинат с грибами. Это тоже сейчас будем подавать на стол. Накрывать и подавать. Решила еще приготовить освежающий напиток. Мохито с апельсином, лимоном и лаймом. И еще немного мяты. Сейчас мы порежем апельсины и лимоны. В конце добавим мяту и зальем газированным напитком. Немного нужно будет растереть мяту, пучочек мяты на 2 части. И вот такой толкушкой растираем, чтобы все цитрусовые
фрукты выделили свой сок. Еще апельсин. Ой, уже такой аромат, вы не представляете. Уже пахнет летом. Можно сюда еще клубнику добавить, малину, но мы любим именно вот в таком виде. И заливаем напитком. И вот такой стол у нас получился. Друзья, поздравляем вас со светлым праздником Пасхи. И для наших армяноязычных подписчиков хочу сказать на армянском языке. Հայրջան, Христос հայրավ իմերելոց, Քրիստոսի մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս. В Армении отмечают Пасху в этом году 5 апреля. Поэтому мы сегодня приготовили такой стол, и я хочу показать, какие традиционные блюда должны быть обязательно на пасхальном столе. Первым делом у нас должна быть обязательно рыба. Сегодня я приготовила вот такую рыбу по-армянски в лаваше. Далее это у нас плов с сухофруктами, тоже в лаваше. У нас рецепт на канале есть. Можно перейти в плейлист и посмотреть. Я оставлю ссылку. Это у нас шпинат с грибами с яйцом. Вот такое очень вкусное, сытное блюдо. Наш любимый салат табуле. Это тоже как пасхальный салат, весенний такой салат получился. Традиционная армянская гата в двух видах. Вот такого вида, и еще есть круглая гата. И из одесской кухни хочу вам показать, это куриная шейка. Очень вкусная закуска из куриного мяса, сердечек, субпродуктов. Очень вкусно. И из обязательных, что должно быть на столе, пророщенная пшеница. Это символ новой жизни, символ весны, поэтому мы вот так вот украсили. И пасхальные яйца. И перепелиные яйца, и куриные яйца. Катнагунс. Это у нас Ануля приготовила, тоже дрожжевое тесто. На канале у нас видео есть, можете перейти посмотреть. И как мы кушаем на Пасху яйца с тархуном. Зелень тархун, это тархун и лаваш, это обязательно должно быть тоже на столе. И вот посмотрите, какие у нас получились пасочки. Сейчас мы порежем и будем смотреть, как они у нас пропеклись. Дети попробуют и скажут, как им наши пасочки. Смотрите, вот так они получились. Они питеутеханы. Я тут порежу. И хочу сказать, что чем дольше Пасха остается, тем она становится вкуснее. Сдобная выпечка, очень ароматная. Посмотрите, какая красота, как хорошо она пропеклась. Кусочек дам Анули, Арсенчику. Если Аникес. Можно так руками и кушать. Чё же? Это Ануле, салфеточку. Это Арсенчику, Арсену. Бария хужак, приятного аппетита, дети. Хамова и рехек. Вкусно вам? Апрек. Друзья, это проверенный рецепт. Готовьте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Я по такому рецепту готовлю каждый год. И спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч.
Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов. И я тоже хочу попробовать, как у нас получилось. Очень вкусное тесто. Тесто как пух. Воздушное и пахнет очень апельсином. Апельсиновой цедрой. Ani hamuva chani.